Подожди, Россия 23, это вам, это вам не там. Шизофрения. Так, Россия 23, не забывай подписаться, ссылочку на оригинал оставлю внизу в описании, как всегда, не забывай подписываться также на телеграм-канал Hard Insight, также не забывай подписываться на мой инстаграм hard.ins, также не забывай подписываться на наш игровой канал Hard Games, также не забывай, блять, ссылки все, короче, внизу в описании, все, поехали. Срочное включение с матча сборной Словении со сборной России в рамках отбора на чемпионат мира по футболу. Главный диванный фан-сектор страны по максимуму укомплектован и уклопован. По нашей информации, этот фан-сектор называют самым фановым фан-сектором, ведь фан в этом фан-секторе стоит очень мощный. Я тебе сейчас голову дам. Это Владимир, руководитель диванного фан-сектора сборной России по футболу. Несмотря на то, что сегодня проходит не особо важное... Вован, здорово! Здорово. Вот Вован, вот нормальный пацан, вот нормальный. Вот я, знаешь, я Вована вижу, сразу настроение поднимается. Да что Вован, Вовчик, я помню, мы с ним, знаете, ребят, вот с такого возраста вместе. Какого возраста? Сборочный матч, по словам Дурак, Владимира, блядь. это особое событие для всего футбольного мира, потому что это гостевой матч. Да заебись, что в гостях у Кирюхи. А то у меня собираемся, я убираюсь, потом в одно ебало, блядь. Владимир считается мастером этикета. Будучи в гостях, парень всегда показывает высший пилотаж в знании хороших манер. Сука, кто в чате пишет «Я мы черт»? Осуждаю. Что ты жрешь? Вован нормальный пацан. Диванный фан-сектор очень серьезная организация. Ребята смотрят все матчи сборной с 2008 года, проследив весь путь от слабой команды, которая проигрывала, неуверенно отнекиваясь. Ваши ожидания – это ваши проблемы. До серьезной, осознанной футбольной машины, которая может твердо сказать свое уверенное. Мы обкакались. Отъебись от меня. Глава диванного фан-сектора очень серьезно подходит к организации просмотра, поэтому лично закупает всю фанатскую атрибутику. Че купил? Конфетки? Так как Владимир лично контролирует фанатскую атрибутику, парень относится к ней с особым трепетом. Неожиданно Владимир организовал на трибуне перформанс, посвященный уходу тренера Черчесова из сборной России. Парень публично создал и стер усики надежды, символично закусив карпом. Это вообще кижуч, нахуй. Перед началом футбольной баталии Владимир всегда проводит традиционную предматчевую подготовку. Надо в толкан до матча сходить, чтобы потом не бегать. Для того, чтобы выяснить секреты диванного фан-сектора, мы решили изучить смартфон Владимира. Как оказалось, в телефоне случайно было не закрыто приложение Дром, в котором Владимир опубликовал свое объявление. Приложение Дром было выбрано не случайно, ведь там самый большой выбор живых реальных предложений. А что ли, нахуй? Чипталось буханка, блядь. Запасные на ваших экранах, Захарян в частности. И вот команды на поле. Для того, чтобы создать максимально позитивную атмосферу на фан-секторе, Владимир по традиции пытается озвучивать судью. Здорово, пацаны, здорово. Как сам, нахуй? Опа, рубль с Пушкиным, на. Опа, нахуй. 2 рубля с Гагарином, нахуй. Владимир, скажите, а вы можете озвучить кого-нибудь еще? Да. А попробуйте озвучить типичного черта, допустим. Пошел ты нахуй. У вас отлично получается, я считаю. И вот звучит стартовый свисток. На первых же секундах матча Владимир делает свои прогнозы на итог первого тайма. Бля, Кирюх, после первого тайма магаз придется идти. Владимир, как глава фан-сектора, досконально проанализировал всю информацию о командах и провел предматчевую аналитику. Словакию мы стопудово разъебем. Словению. Ну, Словению. Блять, пиво захотелось теперь, да еб твою мать. По словам Владимира, его диванный фан-сектор очень серьезно организован. Как утверждает руководитель, даже на столе они используют специальную схему расстановки, посвященную сборной России. Че, блядь, какая схема? Ребята используют стандартную схему расстановки 3-4 бери, если что, потом еще в магазин сходим. По правой стороне братья Пиванчуки, в центре Сухарян с Аджикией, по левой стороне связка жирков, белков и углеводов. На замене пока Смолов, но он уже собирается. Владимир, скажите, а где Кудряшов? Не понял. По нашей информации, Кудряшов покинул ваше поле лет 10 назад, это правда? Я не понимаю вообще. Планируется ли трансфер Кудряшова с груди на основное поле? Сука, закройся нахуй, заебал, блядь. Владимир обратился к Санлайту и продолжил просмотр матча. В 2022 году чемпионат мира пройдет в Катаре. Это очень жаркая страна, из-за чего даже плей-офф проведут не как обычно летом, а в ноябре и декабре. По оценкам экспертов, жаркий климат в Катаре может повлиять и на талисман чемпионата. По нашей информации, на смену бразильскому Фулико и российскому Забиваке придет жаркий Чертяка. Для того, чтобы поддержать сборную России, Владимир оделся в ростовой костюм будущего талисмана. Ты, блядь, в покемона одет.
По итогу футбольной баталии наша сборная победила и вырвалась на первое место в группе благодаря тому, что до этого наши парни победили Кипр и Словакию. Однако, несмотря на череду побед, Владимир недоволен игрой сборной России. По его словам, такие команды, как Кипр, Словакия и Словения, наши должны побеждать, не напрягаясь. Кипр, вот этот, Словения, это вообще не показатель. Говорю, в этом году даже из групп, ну вообще не... Группа меняет тренера, получится у меня. Да, каждый год меняем тренера тоже. В этом году ничего не изменится. Просто тупые обещания, все. Это проникновенная речь. Подожди, а кто сейчас у нас тренер? Подожди, Карпин тренер сейчас? Кто? Карпин, во. Ребят, аналитика, если футбольного матча нужна, вы говорите. Речь вырвалась из Владимира не случайно. Парень действительно переживает за сборную, как за себя. Дело в том, что Владимир на подсознательном уровне видит в этих 11 парнях на поле свое отражение. Ведь каждый год, как и наши футболисты, он обещает, что в этом году все будет по-другому. Я просто ремонт делаю в квартире. Вчера ремонтом занимался. Сейчас папа идет, будем заниматься ремонтом. Нормальный же ремонт. Нормально. Вот и, блядь, в коридоре будет заебить. Однако, несмотря на все обещания, ничего не происходит. Как в футболе, так и у Владимира в итоге остается лишь пустое поле, не оправдавшее надежд. А те, в кого все верили, понимают, что не смогли сдержать обещаний. Поэтому, оставшись один на один с собой, впадают в депрессию. И для того, чтобы забыть о своей вине, пытаются отвлечь себя любыми способами. Вячеслав, что-то черта вас буханка с ручника не снимается специально для России 23. Ну, пацаны, как всегда, марку держат. Тут базара ноль. Вообще все четко. Лайкос от меня.